Первый смартфон на 888-м Snapdragon. Самый лучший экран на рынке, AMOLED с немыслимой яркостью в 1500 нит. И я в курсе, что он от Samsung. И OS 21 Ultra такой же. Относительно неплохая автономность, адекватный ценник для Китая, конечно в СНГ он будет космическим. Малый вес и довольно необычный дизайн. Поддержка беспроводной зарядки на немыслимых 50 Вт. Но в то же время шатающиеся кнопки, довольно старый сенсор камеры, который работает не лучше образом. С MIUI 12.5 для китайских смартфонов Xiaomi закрывает доступ к установке Google сервисов. А это, как вы знаете, очень плохой звоночек. Практически полное отсутствие охлаждения с экраном грелкой. Не бегите покупать даже глобалку. Примеры съемки, как всегда, в конце видео. Для начала посмотрите мой обзор. Tube 761, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. А сегодня я расскажу вам о новом флагмане Xiaomi Mi 11. Притом он у меня на руках, наверное, уже недели 2, и я на него уже делал стрим. И под распаковку я начну со своего возмущения. У меня был онлайн-тест этого телефона на стриме, его запись вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Так вот, в этот раз я посмотрел чужие обзоры на данный смарт и был, мягко сказать, ошарашен. Такое ощущение, что каждому обозревавшему раздали по недостатку. Сейчас объясню, что я имею в виду. Смартфон, как вы видите, приходит в тонкой белой коробке. Даже на Али у перекупа он продавался вместе с зарядкой, которая в Китае по выбору покупателя могла остаться у производителя, а-ля борьба за экологию. В итоге 6% покупателей от нее отказались, либо ее просто забыли. И я их в принципе понимаю. Беспроводная зарядка на 50 Вт, которую он поддерживает, конечно, решает. Со стилем упаковки поработали, отличается пакинг от бюджетных решений. Аккумулятор на 4600 мАч на день зарядки с данной оптимизацией не хватает. У меня он в среднем сажался за 6 с лишним часов активного использования. И аккумулятора хватает где-то на 8,5 стресс-тестов Antutu, что в принципе и неплохо, но хуже, чем у того же Mi 9 когда-то давным-давно. Зарядка маленькая, но довольно мощная, на 55 Вт, хотя рядом с Realme 7 Pro с зарядкой на 65 Вт она даже не лежала. Есть поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт и реверсивной до 10 Вт. И здесь можно начать. До новой прошивки смарт за 11 минут заряжался у меня на 20%. Если разрядить его полностью, первый процент заряда появится только через 4 минуты. Показатели скорости заряда меняются с каждым новым обновлением. Сказать, что я с нее плевался, ничего не сказать. И еще раз повторяю, все пруфы, как любит требовать молодежь, в записи стрима, который шел онлайн с тестами уже на канале. Там есть метки по времени, проверить все очень просто. Так вот про брак. Каждый раз тестируя новые смарты Xiaomi онлайн на стриме, я слышу, что у меня либо брак, либо я криворук. Но что можно сделать не так с зарядкой, я не знаю. Вот, допустим, Redmi Note 9T, который я тестировал на прошлой неделе в воскресенье, он у меня вообще ни один стресс-тест пройти не мог, так же, как и Realme 7 5G. Кстати, если есть пользователи Mi 11, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, как у вас с зарядкой на 40% за 5 минут. И как с игрой в Genshin Impact или 9 Асфальт. Ну и как у вас с перегревом после этого или во время этого. Следующее. Вы уже видели и слышали все спеки данного девайса в сети. Но о чем говорят вскользь, у него минимальная оптимизация для девайса, который вышел на рынок более месяца назад. По играм танки летают, а вот Genshin Impact и Асфальт фризят люто. 480 Гц это частота распознавания касаний у экрана. Лично я не обладаю рефлексами мангуста, чтобы ее оценить, не чувствуя разницы. Скажем прямо, играть на моем OnePlus 7T Pro по мне намного приятнее на данный момент в любую игрушку. В первую очередь, конечно же, за счет оптимизации, а не железа. Как говорят у Xiaomi, оптимизация занимает от 3 месяцев до полугода. И это значит, что через 4 месяца все будет в огне. Как раз когда они выпустят новый флагман. Разблокировка по лицу проходит без проблем. А вот сенсор лично у меня отрабатывал вообще не супер. На стриме это было отлично заметно, как он лагает. Звук стерео для смартфона великолепен. Но все равно он пока даже с портативной колонкой за $15 сравниться не может. Продается 3 вида смартфонов. С кожей максимально толстый и тяжелее остальных на 2 грамма. Смысл его покупать я не вижу. По материалам алюминиевая рама, стекло Gorilla Glass Victus спереди и Gorilla Glass или кожаная обивка сзади. Притом, как вы поняли, это последняя Gorilla Glass, которая есть у них в линейке, то есть самая-самая навороченная. По экрану он здесь шедевральный. 120 Гц, 1500 нит пиковая яркость, обычная 900 нит. Аппарат приходит с заводской защитной пленкой на экране, сам дисплей покрыт стеклом Gorilla Glass Victus, как я уже говорил, поддержка HDR10+, с плотностью пикселей в 515 ppi. И все это просто
отлично. Но Xiaomi и оптимизация – вещи несовместимые. Как вы понимаете, 120 Гц работает не везде, и их суперплавность проигрывает в некоторых моментах самым бюджетным OnePlus. Дальше по железу. Слот под 2 сим-карты, карту памяти не запихать. И по мне в версии 8128, которую я покупал на Али, прямо критично не хватает памяти. С другой стороны, есть версия 12256. Вот на нее уже и нужно смотреть при покупке. 12 гектар оперативы это прям с запасом будет. К слову, глобалки пока нет и не ясно, когда она появится. Во всяком случае мне. Только китайские смартфоны, на которые отлично встают Google сервисы, и даже оплата проходит сейчас без проблем. Но я не обновлял прошивку до версии 12.5. Как вы помните, я говорил в начале, что с этого момента, как только я ее поставлю, я не смогу ничего делать с Google сервисами на данном телефоне, пока не перепрошу его на глобалку, если будет такая возможность. И еще раз, на данный момент Google Pay у меня работает. В синтетических тестах обещанные 700 тысяч в Antutu Smart не набирает ни у кого. А жаль. Нет радио и официальной защиты от влаги. 5 нанометров Qualcomm-овского 888 со встроенным модемом 5G это хорошо, но только в перспективе. Как вы понимаете, 5G у нас нет и будет она не скоро. Оптимизации для игр пока не хватает. Съемка видео для блогинга лично по мне ужасна. Баланс белого прыгает так, что диву даешься. Я, кстати, частично на него снял сравнение Huawei FreeBuds 3i и Oppo W31. Вы его можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. И да, я согласен, картинка не фонтан, но оно того стоило. Зато теперь знаем, как снимает. Поддержка 24-битного звука с частотой дискретизации до 192 кГц, Wi-Fi 6 версии, Bluetooth версии 5.2, что довольно неплохо, двухдиапазонный GPS, NFC, IK-модуль и USB Type-C версии 2.0. Конечно же, максимально новая оператива и максимально новая внутренняя память UFS. eSIM, разумеется, нет. Все спеки вы и так сейчас видели во время ролика на канале. Камеры, как в Mi 10. Ультраширик есть, макро на 5 мегапикселей и он не фонтан, без телевика. Фронталка без ширика. Про камеру вкратко, если все плохо. Примеры вы сейчас увидите. Вот так работает камера в помещении. Да, и автофокус здесь прыгает. Мне очень не нравится, как она работает со светом. Ну и прыгает. Изображение, конечно, глупо. Цена по ссылке в описании $700, и я покупал его там. Притом за растаможку заплатил еще около 70 баксов. На днях, кстати, будет распродажа на Алиэкспрессе. Мои именные промокоды и ссылки на выгодные предложения по моим покупкам будут в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую, брать только для красоты. Я к смартфону привык, от его использования получаю удовольствие. Стоит он своих денег? Конечно, нет. Завтра обзор на Amazfit GTS 2E. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментариях, что еще купить на обзор, ставьте лайк за труды, девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!